Друзья, добрейшего времени суток. Очень рады вас приветствовать. Ну, рады, потому что всегда говорю во множественном числе. Сегодня я один. Должен был ехать со мной друг мой, Алексей, с которым за трактором ездили, но у него сложности какие-то появились. В последний момент отложилась поездка. Вот. Очень редко мы выходим на связь порой. Ну, когда не происходят никакие события, нам необходимости нет ехать в лес. А снимать видеоконтент просто для того, ну, ехать в лес, чтобы отснять какой-то видеоматериал, у нас такой возможности нет. Были бы какие-то рекламные интеграции, чтобы можно было перекрыть финансово э, эту проблему. То есть отсняли материал, какая-то реклама там, как у некоторых ребят, это другой вопрос. А у нас таких нет. И, ну и что попало, рекламировать как бы тоже не хочется. Вот. В данный момент еду, везу очень много кормов, много собакам кормов, потому что сегодня 9 число, еще в тайге дорога еще достаточно плотная. Ну, снег такой уже мягкий. Сегодня плюсовая температура, +2. Ну, а вот у нас уже в городе, ну, снег начал хорошо так подтаивать. На дорогах нет так вообще его совсем. И скоро здесь все потечет, будет сложно проехать. По дороге еще можно будет ехать, но через реки будет очень проблематично перебираться. Меня еще впереди ждет такое суровое испытание наледью. Остановился чай попить. Прекрасное настроение. Это такая, можно сказать, лайтовая поездка в формате общения со зрителями, наверное, ее проведу, потому как смотрю иногда некоторые каналы, ребята едут, просто отдыхают, там что-то снег уберут, там дрова поколят. Но у нас никаких каких-то серьезных задач на эту поездку не ставилось. Ничто строить мы не собирались, ремонтировать не собирались. Трава есть, трактор работает, все прекрасно. Поэтому настроение отличное, полон сил. Я когда в лес заезжаю, у меня всегда какой-то прилив сил. Единственная ложка дегтя в бочке меда — это мужики. Вот они. Ну, я хотел промолчать, потом думаю, да ладно уже, чтобы потом неожиданности не было. Они начали выпивать как бы на пасеке. И ладно бы это день-два, но это уже затягивается, бывает и неделя, и больше. Вот с этим у нас проблема. Вот этим немного омрачено мое настроение. А так все хорошо. И что с этими пьянками делать, я пока, ну, не знаю. Вот. Сахар, который оставался у нас с осени после закорма пчел, весь исчез. Ну, как исчез? На брашку перегнали они его весь. К сожалению, 2 мешка сахара. И что делать, я не знаю. Многие могут сказать, что да ладно, что ты там, ничего страшного, мужики гульнули. Но это не так происходит, я вас уверяю, как у нормальных людей, которые могут выпить и на следующий день в форму прийти, ну или там похмелиться, там, ну, 2 дня. Тут это происходит, вот бидон браги, и пока ковшиком по дну они не черпают, они не успокаиваются, причем выпивают так серьезно. От этого зависит жизнь не только их, могут и сгореть, и угореть, там все что угодно может произойти в таком состоянии, но и тут же и пчелы, и собаки. В общем, пока мне тревожно за эту ситуацию. Ну, как-то выход будем находить. Разговоры, никакие уговоры не действуют. Рукоприкладством я не занимаюсь. Ну, как-то так с детства приучен. Кто слабее меня, я руку не поднимаю. Да и, собственно, если вот что вот речь коснулась рукоприкладства, то, собственно, я им кто такой, в принципе? Просто человек, который предоставил возможность жить на своей территории. Тут как бы хочешь — живи, хочешь — выезжай. Вот. Уже и предлагал уже, если вы устали, то лучше, наверное, выехать. В зиму хотел вывести Толю, но ему негде жить. Ну, прям негде.
Я его забирал из сгоревшего дома, там ни крыши, ничего нет, никаких условий. Да и сам он слезно просился, что он как бы, ну, говорит, сдохну, уйду из жизни. От такой жизни недолго осталось, пожить хочется. Ну, а туда приехал немного, набрался сил. Ну, в принципе, ситуация повторяется из раза в раз, что Садуля приезжал, что там Краснодеревщик, что Андрюша этот немой, я его вижу постоянно пьяный, сейчас еще из какой-то, на какой-то этой, с киркой какой-то ходит, с костылем, ногу сломал или что, ну, не суть. В общем, приезжают постоянно, набираются сил, крепнут, организм поправляется от пьянок, чистится. И они понимают, что можно еще погуливанить. Вот, зачастую просто вижу, там пишут, вот, сколько у тебя уже поменялось. Ну, да я что сделать-то могу, собственно. Таких, как Володя, у меня нет людей, которые в голове своей уже все по полочкам разложили и поняли, что надо как-то менять свою жизнь, пожить хоть немного. Вот только такие. Вот. Ну и хотел там по поводу планов на будущее, какие у нас будут строительства. Каких-то больших строек не планировал, так по мелочи. Участок мы продлили, как я уже говорил, еще на 5 лет. Как бы, ну, еду, не охот, ничего сейчас нет, все закрыто, и промысловая охота, и зверовая. Собак выпускать сейчас категорически нельзя в это время, потому как они очень легко добудут себе пропитание, а тем самым загубят какую-нибудь матку пузатую, которую им в данный момент проще всего догнать. Так что собак отпускать сейчас нельзя. Даже так погулять. Одну собаку можно отпустить? Ну, одну, две. Ну, если там 3 собачки, ну, 2 тоже могут дел наворотить мои. Такие. Так что Злата одна бегает, Пальма за ней не угоняется, а Злата одна, ну, никакого вреда причинить не может. Она так поставит, облает. И плохо, когда вот 2 собаки начинают зверя крутить, зверь крутится, и тогда они делают уже хватки. А когда одна собака, зверь тут же поворачивается, на нее реагирует, это не страшно. Вот. От Ивана новости, он очень соскучился, так же, как и я по нему. Он соскучился по лесу, по мне он ничего не говорил, а я вот в свою очередь говорю, что очень соскучился по другу. Не хватает, конечно, нам его юмора. Так-то, в принципе, совсем справляемся, но Ваньки не хватает. Такой человек душевный, ну, можно сказать, наш брат, вот, старший брат, я уже много раз говорил. Он лишенник же по оружию. Оружие ему только в следующий, не в этот апрель, а через апрель должны, ну, он будет иметь возможность получить легальное оружие. Поэтому он говорит, мне пока в лесу делать нечего, буду зарабатывать деньги. У него есть определенные проекты, определенные цели, к которым он идет. Что запланировал, он мне как бы рассказал. Это очень серьезный проект. Такие прям. На этот раз Ванька очень сильно планку задрал в своих изобретениях. Если у него получится, это, конечно, будет какой-то прорыв на таком бытовом уровне, не имея в своем арсенале каких-то ЧПУ станков, там еще что-то, все то, что из-под на коленке гнет, режет, варит. Это, конечно, будет невообразимый результат. Ну, зная Ивана, я знаю, что у него задуманное на 99,9% случится. Вот, ладно, мне надо ехать, уже много. Туда на пасеку приедем, я уже расскажу, какие планы. Там и летняя кухня у нас по плану, и печка на улице. Вот с ней вот о печи хочу посоветоваться, какую печь устанавливать. Ну, расскажу, какую я хотел бы. А вы, может быть, из своего опыта скажете, какая была бы предпочтительнее. Так, ну все, поеду.
налить одну чистую. Проехали. На видео, конечно, уклон не передает, но он не сильно большой, не так, как в том году. Но все равно немного стаскивает, и поэтому необходимо налить проходить ходом, ни в коем случае не останавливаясь, потому что может стянуть. Друзья, я же понимаю, почему происходят вот эти вот пьянки. Это от того, что как-то занять себя не могут. Ну, какие-то развлечения я им предоставить не могу. И есть телевизор, не знаю, что еще предоставить. Мною было предложено заниматься вот непосредственно Жене промыслом. Анатолию было предложено делать какие-то простейшие столярные изделия, доски, подносы, что-то еще там, что не требует особых навыков. И при том, при всем, Толя неплохой плотник. У него на самом деле золотые руки, плотник он хороший, с ним приятно работать по плотницкой теме. Но не хотят, причем я оговаривал такие условия, что все, что они заработают, это будут их личные деньги. Вот что Женя на промысле, сколько поймает он соболей, это все его личные деньги. Что Толи. Таких условий я ни разу не видел, что предлагались в тайге. Обычно, если кто-то помощника везет на переезд наш, замораживали, который зюбри ходили. А, нет, кабан ходил. Кабан. Кабашки ходили, ничего себе. Ну ладно. Обычно, если кто-то помощника везет, то обязательно оговаривается, по процентам, в основном 50 на 50, где-то там 30 на 70, в редких случаях. Блин, кабанчик такой крупный ходил один и поменьше. Пойду посмотрю следочки. Самому интересно стало. Перевелись они у нас, но вроде как стали восстанавливаться. Вот смотрите, вот видите копыта, да? А вот эти вот шпоры, так называемые, которые низко посажены у них, они этим отличаются от изюбрей, от говядины. А вот и волки, волчий след. Вот этот след я уже давно вижу, пока еду. Вот волчий покрупнее, вот этот крупнее намного. И вот следы волчьи, то, один постоянно по дороге идет, а два других они или загоны так называемые делают. Один по дороге идет, силы бережет, а эти с краев зверя выгоняют. Зверь очень хитрый, проворный волк. Волка, как вы знаете, ноги кормят. И вот сейчас начинается очень жаркая для них пора. Очень много зверя они порежут. Сейчас будет наст на солнцепеках. Вот он сейчас, снег еще мягкий. Через некоторое время корка льда будет такая довольно серьезная. Собаку, волка держать он будет, а зверя не будет. Зверь будет в ней застревать. Волк спокойно подходить и резать. Я так называю резать, потому что волк режет, он не давит, как собака, допустим, а режет. И будут резать они, сколько у них хватит сил. Вот на прыжочках козлик убегал тут. Старый след. Расцветает потихонечку тайга. Больше голосов птиц появилось. Интересно наблюдать всегда за этим периодом. Скоро все оживет. И еще, друзья, в этом году у нас запланирован ремонт дороги. Будем делать объезды, гатить, закладывать это все, лежневку будем класть. Потому как, когда была резина зиловская, здорово я тут понарезал колеи. И ЗИЛ приезжал, вот ЗИЛ даванул неплохо так. Заметно прям стало, что колея стала намного глубже. И
нужно будет как-то нам или расширяться, пропиливаться. Но в этом году предстоит тут поработать над вот этой дорогой, которая идет непосредственно до нас. Так как никто в ту сторону не мотается, только мы, там дальше только колючка. Вот опять наледь. Сейчас придется тут нырять. Придется ремонтировать. Сейчас здесь провалюсь вот в этот пупырь. Нет. Так, ну я, друзья, добрался. Тут вот характерно каждому году наледь. Но с этим ничего не поделаешь. У нас тайга вот такая. Весной, вот начиная с февраля, вот все кипит у нас. И причем зачастую давят не только ключи, но и просто с сопок вода давит. И ничего абсолютно ты с этим не поделаешь, ничего. Вот. Поэтому вот такая картина каждую весну у нас по всей тайге. Когда-то больше, когда-то меньше масштабы вот этого происходящего. Трактор стоит. О тракторе мы тоже поговорим, друзья. Орлик наш. Вон они, бутусы, бегают. Бежит. Так, ладно, я вылезу. Надо посмотреть, как выруливать, чтобы щенков не подавить. Так, поужинали. И в баню. Жека уже помылся. Толя вроде тоже. Так. Что-то сегодня натопили прям сильно. А нет, 80. И влажность 70. Нормально. Пойдет. Лимонад взял. Утро доброе, друзья. Сегодня у нас все затянуто, пасмурно. Значит, установил вот такие светильники на солнечных батареях. Приобрел на Озоне. Ну, на Валберес есть, да везде есть. На Авито есть. Так что можете сами найти, какие вам нужны, и заказать. Ссылки оставлять не буду, так как не знаю, как они себя поведут, эти светильники. Может быть, они поработают там 2 недели и все, и сдуются. Значит, с датчиком движения они могут постоянно светить ярко, но ненадолго, скорее всего, и хватит. Поэтому можно включить тусклый свет, и когда приближаешься, он будет включаться ярко на 20 секунд. Так, 3 штуки я их приобрел. Ну, на таких самых, как мне показалось, необходимых местах установил. Тут вот на углу. И вот еще вот на этом дереве. Сейчас пацанов-то, чтобы не беспокоить. Видишь, вот тут вот в баню, как идешь или выходишь, вот они будут включаться. А есть вообще много светильников. Там есть огромные такие, как уличные, знаете, уличное освещение. Ну и стоимость довольно высокая у них. А эти что-то за 1800, что ли, или... Короче, около 2000 я их купил, 3 штуки. Так. Нужно нам переломку сегодня попробовать завести. У нас по плану рыбалка вроде как неплохая. А везде там у нас около нашего населенного пункта выловили лягушек уже. На рыбалку по ключам.
Вот сейчас попробуем здесь поискать. Я ехал, там протока есть одна. Ну, есть такая вероятность, что там они могут быть. Хотелось бы, чтобы это было так. Но нет, так ручейники по-любому будут. Я вот с этой сетки зеленой, которой курятник обтягивали, кусочек отрезал и вот с проволоки. Вот такой вот сачок заколхозил. Сейчас лишнее обрежу и останется насадить на черенок. Будет такой сачок, чтобы приглушек вылавливать из ключа. Ну, покажу, если все удастся, то покажу, как это происходит. Ну, а нет, так просто принцип покажу. Ну, у нас сачки там, они такие с капроновой такой сетки. Вот что-то типа вот как бредни делают вот с таких. То есть ты зачерпываешь, она там путается и все, и не выскакивает. Ну, с этих могут выскакивать, но ничего страшного. Все лучше, чем этими щипцами их вылавливать или руками. У нас в хозяйстве появилась вот такая тепловая пушка. Она непривычная для нас, потому что у нас до этого были прямого горения только тепловые пушки дизельные. А эта пушка, она косвенного горения с возможностью установки трубу и вывести на улицу, ну как дымоход, как обычный, 120-ю трубу, тем самым обезопасив себя, чтобы не дышать выхлопными газами, вот этими продуктами горения. Достаточно мощная, 30 киловатт мощность у нее. Ну и максимальное потребление топлива 2,8 литра в час. Я думаю, это прекрасный вариант для того, чтобы быстро отогреть технику. Вот непосредственно в гараже, чтобы если вот нужно срочно заводить трактор, не топить печь там эту 4-5 часов перед запуском трактора. А вот установить тепловую пушку, которая очень быстро нагонит тепло в помещение, и можно будет пользоваться техникой. Подача топлива, поджиг, контроль горения полностью автоматизированы. Безопасность работы обеспечена защитой от перегрева, защитой от отключения питания и защитой от затухания пламени. В каждом из этих случаев моментально будет блокирована подача топлива в камеру сгорания с выводом соответствующего кода ошибки на один из дисплеев. Для дополнительного обеспечения безопасности в устройство добавлена функция отложенной остановки вентилятора. В течение примерно 2 минут после выключения пушки вентилятор продолжает продувать ее холодным воздухом, охлаждая камеру сгорания. Удобная контрольная панель снабжена 2 дисплеями для отображения заданной температуры и температуры воздуха в обогреваемом помещении. Также реализована функция климат-контроль, то есть вы можете выставить сами заданную температуру, какая вас интересует в данном помещении, и после того, как температура будет достигнута, тепловая пушка автоматически отключится, и также она будет снова работать, запустится при отклонении от этой температуры, то есть понизилась температура, устройство вновь запустится.
блин. С полтычка завелась. Переломочка наша. На, подержи, бустер достану. Завелась от полпинка, да? Ну все, пусть молотит. Все у нас по бензину там, не помнишь? Ну, я сейчас залью, пока пушка работала. Так, сейчас колеса качнем. Ну вот где-то мы минут 30-40, наверное. Ну, на улице сегодня тепло. Где-то минус 3, минус 4. Что-то даже ручейников не видать. Не то что лягушек. Вот один ручейник. Но это уж мы не за таким объемом пришли, правильно? Мы же пришли хапнуть тут. Вот сейчас покажу. Да, он еще и пустой, представляете? Так что это только домик один. Жека, я один нашел, а он и то пустой был. Сейчас тут поглубже чуть-чуть. Надо пешней расколоть лед. Может быть, что-то будет подо льдом. А нет, так уже все. Пойдем в другое место. Где вы, блин, что? Даже в тайге нету ручейников. Да не, на речке там есть. Я, кстати, в башмаках хожу своих в этих ремингтонах. Они не промокают вообще. Ну как, без фанатизма, конечно, по щиколотку захожу. Вообще, наверное, лучшая обувь, которую я когда-то по лесу использовал. Никакие ичиги рядом не стоят. Ну, имею в виду в нашей местности, вот где сопки, уклоны. Вот краем сопки, когда идешь, голеностоп зажат хорошо. Ногу не выгибает. Классная обувь, теплая. Всю зиму проходил. Сначала купил, показалось, что вообще как это, горнолыжные ботинки. А потом походил где-то пару недель. Вот в этом положении они мягче намного стали. А вот сюда вот плотные. Ну что, готовим ужин. Викторович делает зажарку. Будет тушенка. На гарнир рис. Здесь у нас замаринованы крылышки куриные, шампиньоны, картофель. Тут кориандр, масло, паприка. Здесь соевый соус, китайские специи различные, так называемые малосянь, там не знаю какие к какому блюду идут. Переводчика нет, китайца знакомого поблизости тоже нет.
насыпал так по вкусу. Соевый соус, майонеза там добавил. Это будет съедобно. И еще болгарский перец туда идет. Ну, не идет, а пойдет. Противень у нас форму потерял, выгнуло его. Не помещался, обрезали по краям. Так называемые. Ну, типа ребра жесткости убрали, все, его начало гнуть от температуры. Ну, ничего страшного, я думаю, нет в этом, да? Куда я делаю эту силиконовую кисточку? Никто не видит. Картошечка тут у нас. Грибочки. Так, на картошку первую загрузим. Толян, подкинь, я, пожалуйста, там. Я это растопил, там уже прогорело, наверное. Сухих, ага. А? Сухих, да, потолще таких. Чтоб поменьше влаги было, да? Да, она все равно это уйдет. Блин, или поместится у нас все в одну как бы. Да, я думаю, может влезть. Сейчас посмотрим. Это, в общем, у нас как подушка будет. Вот это ужин у нас сегодня будет. Угу. Королевский. Королевский это у нас когда-то свежены. А в данный момент у нас такой ужин. И причем еще долгое-долгое время у нас будет такой ужин. Зверя сейчас уже трогать нельзя. Собак отпускать нельзя. Поэтому будем обходиться такими ингредиентами. И ничего в этом страшного, собственно, нет. Мы же не голодаем, Викторович. Конечно, нет. Ну и все. Тушенка есть, мясо чуть-чуть замороженного есть, кости там. Надо ледник делать, однако, да? Угу. В этот раз мы будем в Ламшаннике делать ледник. Слушай, оказалось, что ничего не поместится. Ну вот, видал, все влетело. Так, овощи я так засыпал, сверху не мариновал их, ничего. Ну, замороженные. А вот это свежий болгарский перец. В общем, не знаю, что получится. Но съесть придется. Пока. Все, разгорится. Надо градусов, наверное, 180. Ну, сейчас она махом нагонит температуру. Вот смотрите, друзья, заработали фонари. Одновременно включились. Все три. Не знаю, насколько их хватит, но пока глазу приятно. Так, это я какой-то режим выбрал, который просто тускло светит, без датчика движения. Сейчас выберу другой режим.
Или такое ставить, зачем это дать? Ну посмотрим ночью сейчас, когда стемнеет, будет как-то нагляднее. Это я попросил Толю дров подкинуть. Убирать большую часть. Все у нас тут потухло по итогу вместе с блюдом нашим. Давайте посмотрим, что у нас тут получилось. Ну, вроде съедобно, друзья. Буду доставать. Я уже переворачивал один раз. Упала. Смотрите, как с фонариками уютно стало. Ну и так было нормально. Ну, грязно. Беспорядок. Щенки все раскидывают. Да и так порядок наводить надо. Ну весной везде такая картина. И у вас во дворах. И здесь. Скорее бы травка полезла. А ты что тут? А? Что ты тут? Что ты? А, тут пахнет. Так я все унес уже. Пальма, ты чё? Я же всю уже унес вкусняху. Что ты, Толян, накидывай? Че, получилось? Врешь, ну ладно. Ну, некоторые картошка попадается это. Недоделано. Не доготовилась. Че пришел-то вообще? Ее, видишь, надо переворачивать противень. Я перевернул и мало времени подержал. Что? Которая там дальше, часть противня, вот она хорошо готовилась. Надо с какого-то дальнего края начинать, короче. Переворачиваю. Переворачиваешь ли? Переворачиваешь противень? Ну да, я перевернул, надо было минут, наверное, 5 еще подольше подержать. Да нет, так-то готово. Ну. Грибочки тут, да. Тут все. Все, что нашел. А? За переломку выпил. Да, за запуск переломки. Завели хоть Мне исправлять. проблем. Давай. Только не тяни. Как же ты теперь уедешь? Тебя ж посадят. Пока. Егор, на, возьми. У меня там... Она там стоит на дороге, да? Контрабандист, надо будет позвонишь. Твой бойфренд? Чего? Тебе какое дело?